Бандиты уже схватили девушку и силой тащили ее в машину. Она кричала, вырывалась, но вокруг никого. Казалось, помощи ждать неоткуда. Но в следующую секунду со стороны леса раздался рык, и то, что появилось из кустов, заставило их бежать в ужасе. Случай произошел в одном небольшом поселке в средней полосе России, окруженном густыми хвойными лесами. Теплым июньским днем туда приехала компания молодых людей. Неизвестно, были ли они в гостях или просто путешествовали, но их поведение быстро вызвало недовольство местных жителей. Парни включили громкую музыку, начали пить и шуметь, не реагируя на замечания. Ситуация резко обострилась, когда на улицу вышла молодая девушка, внучка пожилой женщины, живущей неподалеку. Девушка привлекла внимание нетрезвой компании. Получив отказ на свои попытки познакомиться, молодые люди перешли к агрессии и попытались силой затащить ее в машину. Именно в этот момент произошло нечто неожиданное. Из кустов выскочила крупная рысь и, рыча, бросилась на обидчиков. Хищница действовала стремительно, нападавшие в панике разбежались. Все случилось настолько быстро, что никто толком не понял, откуда появилось дикое животное. Правду знала только сама девушка. История началась 3 года назад. Один охотник нашел в лесу осиротевшего детеныша рыси. Его мать убили браконьеры. Вместо того, чтобы оставить зверя в природе, он решил нажиться и продал рысенка пожилой женщине, выдав его за обычного котенка. Старушка плохо видела и жила одна, поэтому легко поверила и отдала последние деньги. Несмотря на обман, она с любовью стала заботиться о питомце. Лишь спустя время, когда к ней приехала внучка, стало ясно, что это вовсе не кот, а рысь. Об этом говорили характерные кисточки на ушах и повадки. Однако к тому моменту между женщиной и животным уже возникла сильная привязанность. Старушка отказалась отпускать рысь обратно в лес, опасаясь, что без навыков выживания она погибнет. Внучка поддержала ее решение. Так хищница осталась жить с людьми и фактически стала частью семьи. Рысь росла рядом с ними, привязываясь все сильнее. И спустя 3 года именно она отплатила за заботу, спасла девушку в самый опасный момент. После этого случая весть о ручной рыси быстро разошлась по округе. Многие начали относиться к ней с уважением и даже восхищением. Эта история напоминает, добро не всегда возвращается сразу, но рано или поздно оно обязательно находит дорогу обратно. Иногда помощь, оказанная вовремя, может спасти жизнь, пусть даже спустя годы. Важно помнить и о другом. Рыси – это все же дикие животные. Обычно они избегают людей и не проявляют агрессии без причины. Чаще всего нападение происходит, если зверь загнан в угол или защищается. При встрече с рысью специалисты советуют не убегать, а медленно отступать, не поворачиваясь спиной и сохраняя зрительный контакт.